Вчера вышло давно анонсированное расследование проекта про Рамзана Кадырова. Я не буду его пересказывать, там 2,5 часа абсолютной жести и средневекового беспредела, что неудивительно. Фильм вы можете посмотреть сами. Мы же поговорим о политических выводах, которые после просмотра можно сделать. Существует утешительная идея, мол, Чечня — это не Россия. Это какой-то анклав беззакония, отделенный от остальной страны огромной стеной, как дикие земли в «Игре престолов». На самом же деле мы в очередной раз убеждаемся, что такая идея имеет мало общего с реальностью. Кадыровский режим подобен путинскому, только на максималках. Как если бы по вторникам программу «Статус» вела не Екатерина Шульман, а Владимир Сорокин, описывая реалии путинского режима в своем стиле. Вот у него бы получился в итоге кадыровский режим в описании. Кадыров, конечно же, имеет образ человека совершенно ненормального. Безо всякого предела вороватого, крайне жестокого, до предела злопамятного, мелочного, мстительного, с чрезвычайно уязвимым самолюбием. Главный страх которого — утратить свой мускулинный образ. Кого-то напоминает. Вот будто бы нарочно в тот самый день, когда проект выпустил расследование о Кадырове, как он составлял все чеченское руководство из своих родственников, в этот же день Путин назначил свою двоюродную племянницу на должность замминистра обороны. Путинский режим отличается от кадыровского лишь тем, что свойства первого меркнут в масштабах огромной страны. Все-таки детей, племянников, зятьев и троюродных заловок Путину физически не хватит, чтобы занять ими даже 1% высшей номенклатуры. Политические репрессии и убийства не затрагивают значительное количество граждан. Но когда речь идет о республике с населением в 6-7 московских районов, любая дурь сразу виднее. Вся жесть сразу лезет из ушей. Именно поэтому Чечня – важный объект для изучения, эдакий концентрат путинизма, не разбавленный водой в закрытом пакетике. Да, кадыровский режим выглядит гротескно. Все эти истории про загадочную гибель отца и смерть брата, про гаремы, про то, как Кадыров скормил человека льву – это просто Африка 60-х, это угандийский Иди Амин. Это генерал-адмирал Аладдин, актера Саши Барона Коэна. Кадыровский режим будто какой-то собирательный образ сбрендившей деспотии. Но что он делает такого, что не делал Путин? Из тех, кто привел Кадырова к власти и власть эту укреплял, можно составить отдельное кладбище. Нет, кажется, более опасной в Чечне ситуации, чем оказаться в ближнем кругу Кадырова. Ведь чуть раньше или чуть позже кому-то обязательно покажется, что ты впал в амбицию, что представляешь угрозу, и тогда пиши пропало. Трагическая автокатастрофа или внезапный сердечный приступ, за тобой уже выехал. Да, у Путина нет льва, которому можно кого-то скормить. Люди вокруг него все больше по тюрьмам уезжают, трагически выпадают из окон или внезапно умирают от естественных причин в противоестественном для таких причин возрасте. Деспотия на то и деспотия, чтобы быть более эффектной, чтобы, если людей мочить, то демонстративно, с огоньком. Но мы понимаем, Путин без малейших сантиментов, наплевав на любые гарантии и обещания, грохнет кого угодно, почуяв минимальную угрозу своей власти. И Пригожин тому пример. Рассказ о Кадырове – это рассказ о России. Даже в самых омерзительных деталях. Даже когда речь идет о гареме, который развел Кадыров при живой жене, якобы родившей ему 14 детей. Российская система хочет продавать себя как систему консервативную. Не от хорошей жизни, но от бескормицы. Раз уж вообще никаких идей о будущем нет, раз уж мысли о завтрашнем дне для системы вредны и опасны, давайте просто объявим будущее греховным, изобретем какую-нибудь традицию, которую нужно обязательно сберечь. С этим есть известная проблема. У нас за 1 век сменилось 3 страны, и каждая следующая отрицала предыдущую. Для нашего общества и особенно для нашего начальства традиции и ценности, которые предлагается защищать, это просто слова, в которые можно вложить любое значение. Но единственное, что придумали, это сведение словосочетания «традиционные ценности» к бесконечному государственному увлечению половой жизнью граждан. Прямая речь российского начальства и пропагандистов сегодня, если бы она говорилась четверть века назад, годилась бы только для журнала Speed.Info, только для порнотаблоида. Кажется, что вся российская внутренняя политика сведена исключительно к вопросам, кто с кем и как спит, кому с кем и как нужно спать, а кому и как не нужно. И, конечно, кому, когда и сколько нужно рожать детей. Российский политикум сейчас представляет собой изумительное сочетание похабщины и ханжества. Бесконечной фиксации на однополых отношениях и приторной заботе о традиционной семье, особенно детях. Ради духовного здоровья детей можно делать все. Блокировать сайты, запрещать митинги, выдумывать пропаганду ЛГБТ и с ней бороться.
Государство, дескать, оберегает традиционную российскую семью ото всякого там западного разврата. Оберегают же традиционную семью люди совершенно в разврате погрязшие, для кого абсолютная норма иметь несколько параллельных семей, несколько постоянных любовниц. Для них норма заводить от любовниц детей при живых официальных женах, а называть родных дочерей эти женщины. Мы уже привыкли, что старые развратники учат нас благочестию, но история Кадырова даже тут стоит особняком. Все-таки гарем молодых девочек, малолетние наложницы, рожающие Кадырову детей в 15, это, по идее, даже в понятиях нашей бесстыжей номенклатуры как-то перебор. Есть все-таки разница между просто офигевшими от денег и власти развратниками и тем, кто понравившихся девочек, детей, в общем-то, тащит к себе в постель. В этом всем угадывается какой-то очень мрачный феномен. Чеченский диктатор продает себя публично как самого главного традиционалиста и блюстителя нравственности. Но если верить расследованию, блюститель этот превратил свою личную жизнь в институт половых преступлений. Чечня – это Россия, доведенная до абсурда во всем. Кадыров – карикатура на российское руководство. Там, где у Путина каскад молодых любовниц, у Кадырова – гарем юных девочек. Авторы расследования приходят к выводу, что вместо лояльной республики Кадыров построил в Чечне де-факто независимый султанат, на который центральная власть совершенно не имеет влияния. Вывод этот кажется очень спорным. В таких режимах, как наш, по определению не может существовать ничего независимого. Не может быть никакого альтернативного центра силы. Да, внутри Чечни Кадыров творит, что хочет, но в режим Путина он еще как встроен. Перед нами отмороженный бандит, который не чтит ни закона, ни понятия. Насилие для него не средство, а цель. Он от убийств и пыток явно получает удовольствие. Такой персонаж – идеальный оператор прокси-насилия. Он выглядит как первобытное зло, как стихийное бедствие, которое невозможно контролировать. Представьте, что было бы, если бы следы убийства Бориса Немцова тянулись бы к любому другому чиновнику в России, даже к самому отмороженному, к Патрушеву там или к Бастрыкину. Тогда ни у кого не было бы сомнений, Немцова убил Путин. Все понимают, политические убийства такого уровня не могут быть чьим-то личным творчеством, что приказ или, по крайней мере, разрешение на такое убийство может дать только Путин. Но не в случае Кадырова в общественном восприятии. В этом случае убийство политика руками федеральных силовиков сродни падению метеорита или наводнению. Путин тут, если и при чем, то лишь косвенно, потому что не предотвратил. Так что же делает Кадырова независимым-то? Авторы расследования в очередной раз прямо в фильме приходят к тому, что вся бизнес-империя строится на едином фундаменте. Все деньги Кадырова прямым или окольным путем берутся из федерального бюджета. И о какой независимости тут можно говорить? Когда Владимир Путин одним движением руки сможет сделать так, чтобы Кадырову было нечем кормить тех людоедов, которыми он себя окружил. У Кадырова своя армия? Ну, видели мы эту армию? Она может только кошмарить безоружных. Армии Кадырова хватило 2 недель на фронте, чтобы стать посмешищем. Все, на что их хватило, это позировать в ТикТоке, как сборище подростков. Да и людей с частными армиями, причем с настоящими, в отличие от кадыровской, мы тоже видели. Такие догорали в обломках собственного самолета на Тверской опушке. Кадыров в расследовании – эдакий сбрендивший феодал, которого никто не в состоянии обуздать. Но феодалу нужен феод. У феодала должна быть своя независимая от других феодалов ресурсная база. А человек, живущий на деньги короля, называется не феодал, а чиновник. Чиновник, который выполняет очень важную функцию – работает отморозком. В отличие от прочей путинской шоблы, Кадыров отмороженность не скрывает. Ведь, например, видео с избиением Никиты Журавеля, сыном Рамзана Кадырова, Адамом, попало на публику не в результате слива или журналистского расследования. Его опубликовал сам Кадыров. Беспредел, который творит Кадыров, работает на его образ, на ту роль, которая в системе ему выделена. Путин так невербально всем сообщает: «Попробуйте меня предать, вам одиночка в черном дельфине покажется курортом». Да, я мафиози, у меня, ко всему прочему, еще есть и ручной маньяк, которому убийство и пытки в радость. Попадете к нему, будете ждать смерти как милосердие. Кадыровская Чечня одновременно и гротескная пародия на путинскую систему, и ее неотъемлемый компонент. На фоне Кадырова Путин всегда выглядит как меньшее зло. В отличие от Кадырова, с Путиным хоть как-то можно попробовать договориться. А чеченские реалии столь ужасны, что остудят любую горячую голову, которая задумает мятеж. Совершенно не нужно думать, что Путин стал заложником этого Голлума.
которого сам и пригрел. Что он его, дескать, вынужден терпеть. Нет, он может в любой момент прекратить весь кошмар и кровищу, что творится в Чечне. Путин не заблуждается насчет Кадырова или его системы. Он сознательно поддерживает и финансирует такой режим и такого Кадырова, каким мы его знаем. Слушая про все эти зверства, нужно понимать, да, с головой у главы Чечни все очень печально. Он садист и убийца. Его режим – большое горе для Чеченской Республики. Но автор этого горя не Кадыров, а Путин. Без путинской поддержки режим Кадырова просуществует 15 минут, пока благодарный народ, переживший 20 лет издевательств, не повесит деспота на фонаре. Кадыров не производная чеченского общества. Такого рода вождей в традиционно родоплеменных структурах не бывает. Они всегда склоняются к коллективному руководству. У них собрания старейшин, советы тейпов. Никак не отмороженные царьки. Кадыров же классический колониальный вождь, которого метрополия выбрала из числа местных, выдав карт-бланш на беспредел. Кадыровская кровавая вакханалия – не изолированная проблема. Это тяжелый симптом. В системе, построенной Путиным, такое можно – отдать целый регион в рабство. Сейчас роль Кадырова меняется. Он явно продемонстрировал слабость, когда нужно было показать силу. Его головорезы не только до фронта в Украине не доехали, но даже на пути к Пригожину умудрились встать в пробку. Он явно очень нездоров и столь же явно пытается изо всех сил устроить каждого своего родственника, чтобы их не так сразу всех перебили после его кончины, как сам Кадыров перебил всех, в ком видел угрозу своей власти. Но даже если смерть Кадырова настигнет раньше, чем рухнет режим Владимира Путина, это ничего не изменит. Путину все так же будет нужен Кадыров, просто звать его будут по-другому. Путину нужен будет маньяк, который публично творит беспредел. Ему нужна будет Чечня, как анклав ультранасилия. Просто гаремы и головорезы перейдут кому-то другому. Если в Российской Федерации государственный служащий может людей пытать и убивать, ситуацию эту может разрешить только смена власти в самой Российской Федерации. До завтра.